Здравствуйте, мои прекрасные зрители и подписчики. В этом видео полет на Як-40 на один день в прекрасную Вологду. Накануне вылета город накрыл циклон Ваня. СМИ изучали сообщения о самых больших осадках за 150 лет метеонаблюдений. Сильный снегопад начался вечером, и мой план был при задержке рейса никуда не лететь. Ранним утром из дома до общественного транспорта пробирался через сугробы. Вылетаю из аэропорта Внуково, в который с недавнего времени можно добраться на обычном метро. В такую погоду, наверное, это будет лучшим решением. Заплатил обычной платежной картой на воротах через бесконтактную систему. Если использовать тройку, проезд получится дешевле. Заложил 3 часа на время от дома до вылета по расписанию в 10 утра. Мне нужно сначала воспользоваться большой кольцевой линией метро, проехать несколько станций и сделать пересадку на желтую на станции Мичуринский проспект. Во время перехода обратил внимание, что только начали чистить дороги. Плюс поездки на метро не нужно платить за пересадку с одной линии на другую. Не все поезда на желтой ветке идут до конечной станции аэропорт Внуково. Нужно смотреть на индикацию на составе. Кто-то пишет, что только 1 из 4. Обратил внимание на очень длинные перегоны на этом участке. Засек время, сколько займет поездка. Сел в вагон в 7:20 утра, а на конечную приехал спустя 24 минуты. Чем ближе к аэропорту, тем вокруг все больше и больше авиационного и иногда даже сверхзвукового авиационного. Конечная станция метро интересно стилизована и находится буквально в 3 минутах ходьбы от входа через подземный этаж в той же зоне, где приходит Аэроэкспресс. Там же и проход к остановке автобусов. Чтобы попасть в терминал, нужно, как всегда, пройти рамки контроля и подняться на эскалаторах на 2-й этаж в зону регистрации. На табло проверил, нет ли задержки с моим рейсом. Все по расписанию, даже назначен выход на посадку 13А. Утренний Внуково был оживленный, много рейсов в Среднюю Азию и на юг России. Нравится, как реализована навигация. Просто, понятно и уместное цветовое решение с визуализацией. За 2 часа до вылета началась регистрация на рейс в Вологду. Онлайн-регистрации у авиакомпании еще нет. На стойке попросил место около окна и получил посадочный с креслом на 7-м ряду с левой стороны. Спросил, сколько пассажиров будет на рейсе. Ответили 25 из 30 доступных мест в салоне. Автоматизация идет вовсю. Чтобы пройти дальше, нужно приложить посадочный. Но шаг с девушкой, которая чуть дальше ставит на него штампик, пока убрать не смогли. Следом зона контроля безопасности. Во Внуково иногда можно попасть на очередь, а иногда никого нет и работает много рамок. Над этой зоной висит сетка. Мне почему-то напоминает цирк, когда выступают хищные звери. Какое-то логическое объяснение ей, чтобы ничего не перебросили. А как вы думаете? Для удобства пассажиров теперь для прохода к своим выходам на посадку нужно зайти в магазин а-ля Duty Free. Никогда в таких магазинах не останавливаюсь из-за неадекватных цен. В зоне ожидания много кафе и большой выбор еды. А если добавить, что на многих авиакомпаниях, вылетающих из Внуково, не кормят, получается хорошей опцией перед долгим полетом. До начала посадки получался еще час, зашел в бизнес-зал, который назывался Прокофьев. Воспользовался кодом, который мне предлагает банк. Зал находится на 3-м этаже, и, на мой взгляд, удобно в нем только сидеть. Зона буфета очень маленькая и специфическая. На завтрак предлагали зеленый горошек или кукурузу, холодную запеканку, были каши и какой-то набор блюд из самых дешевых продуктов. Являюсь сторонником, что если хочется сэкономить, сократите ассортимент, а не качество. На улице продолжался небольшой снег, а на перроне шла активная чистка рулежных дорожек. Увидел, что только что приземлился самолет, на котором у меня будет полет. Кстати, практически по расписанию. Это Як-40 Вологодского авиапредприятия 1976 года выпуска. Раньше не получалось полететь на этом рейсе, потому что авиакомпания летала только в будние дни и 1 раз в день. А на выходных был у них выходной. В текущем зимнем расписании появились ежедневные рейсы из Москвы в Вологду и даже 2 раза утром и вечером по некоторым дням недели. На заднем фоне взлетает Boeing 737 MAX авиакомпании Fly Dubai рейсом в Дубай. Вот это шустрый снегоочиститель, едет быстрее самолета. Мои планы — прилететь в Вологду, погулять по городу и вернуться обратно рейсом в 16:30. Посадка началась за 25 минут до вылета через ворота, похожие, что будет телетрап. Но дальше была лестница к автобусу, в котором насчитал всего 20 пассажиров. Недолгая поездка до стоянки, открываются двери и впереди хвостовая часть, 3 двигателя и собственный трап. Конечно же, вокруг люди шутят про то, что вход через одно место, но мы же знаем, такой вход – огромное преимущество, не нужно ждать и зависеть от наземных служб. Существенно ускоряет весь процесс. Узкий проход и встречает ни с чем не сравнимый запах советских самолетов. Круглые иллюминаторы и уютный крошечный салон в конфигурации 2 проход 2. Кресла узкие, а коленки упираются в спину пассажира спереди. Но в таком самолете этот критерий никак ни на что не влияет. Все пассажиры расселись по своим местам, салон кажется просторным. У каждого пассажира над головой есть индивидуальный обдув. Доброе утро, дамы и господа. Командир
корабле Юрченко Вячеслав, экипаж от имени Вологодского авиационного предприятия приветствует вас на борту самолета Як-40, выполняющий рейс по маршруту Внуково, аэропорт Вологда. Наш полет будет проходить на высоте 6400 метров со средней скоростью 440 км в час. Расчетное время пути 1 час 15 минут. Запуск двигателей – это отдельная песня. Запускается быстро, и самолет начал движение буквально сразу же после того, как стартовал третий. Шустро порулили в сторону взлетно-посадочной полосы. Самолеты вокруг проходили противообледенительную обработку, но Як-40 на земле стоял с момента посадки около 30 минут, и, наверное, пилот не увидел в этом необходимости. Хотя если придраться, конечно, как пассажир, то на крыле чуть-чуть снега было, но все сдуло еще до взлета из-за скорости руления. Одну из полос чистила группа серьезных машин. Вернусь к уютной атмосфере в салоне. Нас окутывает теплый свет лампового очарования. Каждый индикатор и прибор мягко подсвечен традиционными нитями накала, что создает комфортное и вне времени сияние. Стюардесса раздала всем пассажирам карамель. Оказалось, очень кстати. В отличие от Як-40 на Камчатке, здесь кресла маркированы латинскими буквами A, B, C, D. Без остановок выехали на взлетно-посадочную полосу и начали плавный взлет. Мне показалось, что шасси самолет убрал, как только немного оторвался от земли, и только потом перешел в плавный набор. В каждом кресле есть небольшой столик, закрепленный суровой клипсой. А в кармашке несколько инструкций, правил и информации об авиакомпании. Инструкция по безопасности индивидуально сделана под этот борт. Написан его бортовой номер. 8-й последний ряд оказался свободным. Пересел на него, чтобы не мешать пассажиру рядом. На задней стенке 2 ламповых индикатора занятости туалета. Из-за закругления фюзеляжа пассажиру, сидящего около окна, не совсем достаточно места для ног. Багажные полки на этом рейсе открытые. На них можно положить только верхнюю одежду или какие-то очень маленькие вещи. Багаж можно оставить на полках при входе в самолет. Циклон Ваня был очень обширным, а наша скорость набора высоты была очень медленной. Выше облаков поднялись только через минут 20 после взлета. Несколько слов о моем билете. Заплатил 11 тысяч рублей за полет туда-обратно и, что самое главное, купил его на сайте Вологодского авиапредприятия. Раньше такой возможности не было. Что-то прекрасное начало происходить. Авиакомпания теперь летает чаще, и можно прилететь в Вологду даже на выходные и продажи через интернет. Заметил, что цена на перелет на ближайший месяц на любые даты была одна и та же. Возможно, все эти перелеты субсидируются. Недешево, конечно, в 2 раза дороже поезда. Табло «Застегнуть ремни» все время оставалось включенным. Иногда самолет попадал в зону турбулентности. Салон наполнился солнцем и теплом. Опять уютное ощущение, как будто включили печку на старых «Жигулях» в морозный день. Не ожидал какого-то сервиса на этом рейсе. Каждого пассажира индивидуально спросили о предпочтениях. На выбор была вода, сладкие напитки, соки и даже томатный, чай 2 видов и кофе. Прошелся в туалет, который находится в хвосте салона. В отличие от камчатского Як-40, здесь нет иллюминаторов в двери. Туалет идеально чистый и хорошо пахнет. Места здесь нет вообще. На обратном пути заметил интересное окошко, которое сделано для наблюдения за пассажирами, если закрыта дверь. Кресло бортпроводника располагается в этой зоне. Еще есть такое раритетное коммуникационное устройство телефон для связи с экипажем и справа микрофон, чтобы делать объявления пассажирам голосом с треском. Ощущения от полета отличные. Уши и нос не закладывало, все было плавно и комфортно. Если есть возможность, рассмотрите идею слетать в Вологду на выходные или, как я, на 1 день. За 15 минут до конца полета двигатели резко снизили обороты, и самолет начал снижение. Стюардесса проверила у всех ремни безопасности и раздала еще раз карамельные конфетки. Их можно было брать сколько угодно. Самолет снизился, уже было видно землю, даже появилась сотовая связь. Но спустя минут 15 ничего не происходило. Мы летали по кругу, с некой периодичностью видел одни и те же поля. Внизу шел снег и была плохая видимость. Командир еще не принял решение о посадке.
Ну какой же мой полет без приключений? Бортпроводница сказала, что через некоторое время мы будем принимать решение. Погоды в Вологде нету, возможно, улетим на запасной аэродром. Сейчас пытаюсь вспомнить, что из запасных здесь есть рядом. Череповец, Великий Устюг, Котлас, Петербург или обратно в Москву. Стюардесса Елена ушла в кабину пилотов, чтобы уточнить новости. Ждали с нетерпением ее возвращения. А вот и новость появилась. Командир сообщил, что если минут 10 еще погоды не будет, мы полетим в Череповец. Кстати, я там никогда не был. Уже несколько раз пролетали эти поля. В какой-то момент зашумели двигатели, и самолет полетел вверх. Мы уходим на запасной в Череповец. Елена сказала, что в Вологде сильный снег и плохая видимость. Время полета до Череповца будет 20 минут. Какие-то новости и следующие шаги будут после посадки. Субъективно, мы не поднимались высоко, и в районе Череповца была такая же погода и видимость, как и над Вологдой. Но, конечно же, это просто взгляд пассажира из салона. Очень плавно снизились и совершили посадку на полностью заснеженную полосу. Как часто бывает при посадке у Як-40, реверс пилоты включили в тот момент, когда самолет был еще в воздухе. Уже сказал, что в Череповце никогда до этого не был, и были отдаленные планы прилететь как-нибудь сюда. Погода, на мой взгляд, ухудшалась. Проехали такие интересные мишени, которые, наверное, как-то помогают определить видимость. Увидел борт CRG авиакомпании «Северсталь», который готовился к вылету в Великий Устюг. Дальше стояла пожарная машина, а за ней Нива с интересным прицепом. Это устройство помогает определить коэффициент сцепления на полосе. Важный критерий для пилотов, тем более в такое снежное время. Як-40, конечно, малыш. Помещается полностью в отражении небольшого терминала аэропорта города Череповца. На стоянку поставили около другого CRG «Северстали», недавно прилетевшего из Санкт-Петербурга. Выключили двигатели и объявили о необходимости выйти для ожидания в терминал, так как прогноз говорит, улучшения погоды в ближайшее время в Вологде не будет. У некоторых пассажиров сразу появился вопрос, а можем ли мы просто уехать на такси в Вологду и не ждать? Или «А что будет с нашим обратным билетом?» Стюардесса представила всю информацию и даже дала номер телефона диспетчера авиапредприятия. В терминал нужно было идти пешком. Вслед мне кто-то кричал на летном поле, что снимать нельзя, это режимный объект. Всех пригласили ждать новостей в здании. Зона регистрации очень маленькая. Буквально может обслужить один рейс. По списку уточнили у каждого планы, полетит пассажир дальше или нет. Половина точно уехала уже в Вологду на такси. Все вылеты сегодня были авиакомпанией «Северсталь». Через окно увидел, что у Як-40 зачехлили все двигатели, и экипаж ушел из самолета. Скорее всего, это надолго. Согласно прогнозу, улучшение погоды ожидается только к вечеру. Решил не ждать, а улететь рейсом авиакомпании «Северсталь» в Москву-Шереметьево. А Вологда останется одним из очередным городом для посещения весной. На привокзальной площади стоит несколько самолетов, как памятники. Из-за сильного снега команда МЧС проводила ручную чистку поверхности самолетов. Сделал звонок диспетчеру Вологодского авиапредприятия. Мне любезно подтвердили, что можно не лететь в Вологду, и мне сделают возврат обратного билета или перенесут его на любой другой день до конца зимнего расписания. На ближайший рейс «Северстали» в Москву купил билет через веб-сайт авиакомпании, получилось 9000 рублей за 2,5 часа до вылета. Зарегистрировался, попросил место около окна, получил 12 ряд. На посадочном написано, что фото и видеосъемка запрещена в контролируемой зоне аэропорта, но описание, что такое контролируемая зона для пассажира, отсутствовало. Зона досмотра открылась во время начала регистрации. Все прошло очень быстро и корректно. После проверки есть дверь в VIP-салон, которая была закрыта. Что там? Загадка. И дальше небольшая уютная зона ожидания человек на 100 с открытым видом на перрон, сувенирным магазином и небольшим буфетом. В отличие от больших аэропортов, здесь цены не такие космические, и на выбор была даже пицца, не говоря про десерты и королевского блюда всех аэропортов бутербродов в ассортименте. Взял классику с рыбой и чай, 240 рублей по карте. Рыбу не жалели, получилось сытно. На перроне все службы занимались чисткой полосы и рулежных дорожек, а кто-то вез запасное колесо к суперджету для замены. Никогда не видел до этого, как транспортируют колеса для шасси. Где-то за час 10 до вылета начали готовить этот CRG к вылету, заправлять, чистить от снега и снимать заглушки двигателей. Хотя погода оставалась такой же, шел сильный снег. За 25 минут до вылета
Всех пассажиров пригласили к посадке. До самолета нужно было идти пешком, дорожка терминала была предварительно очищена от снега. Так получилось, но это мой второй в жизни полет на этом типе самолета. В первый раз летал Руслайном из Краснодара в Сочи когда-то очень давно. CRJ-200 – это классический региональный самолет, разработанный канадской Bombardier в 1991 году. Можно сказать, что в развитии региональной реактивной авиации это внук Як-40. Интересная ситуация, что в одном видео попробовал два региональных самолета разных поколений. Шасси переднего CRJ такое маленькое и тонкое, в салоне компоновка 2 проход, 2 кресла и очень низкий потолок, шел немного пригибая голову. Боковые полки не очень большого размера, можно положить что-то очень маленькое или одежду. Кресла на вид стандартной ширины, а вот последние и предпоследние ряды не очень удобны для тех, кому важен иллюминатор. Немного неудобно будет смотреть. А вот шаг кресел оказался очень хорошим. Вполне комфортно сидеть, как в больших самолетах. Только заметил рекламу Великого Устюга и Деда Мороза. Ну разве это не мило? А из Москвы рейсы прямые сейчас летают в Великий Устюг. Командир воздушного судна обратился к пассажирам, представился и сообщил, что полет в Шереметьево займет всего 50 минут. Он также отметил, что необходимо провести дополнительную обработку самолета из-за текущих погодных условий. Снаружи уже шли работы по деайсингу. Крылья обрабатывались розовой антиобледенительной жидкостью, которая удаляет лед и снег, а затем зеленой антизамерзающей смесью, препятствующей повторному обледенению во время взлета и полета. Эти процедуры критически важны для безопасности, так как они обеспечивают правильную аэродинамику крыла и предотвращают потерю подъемной силы. С зелеными крыльями мы поехали на взлет. Сначала вырулили на полосу, в конце развернулись и начали разбег. Отметил, что скорость на полосе была на субъективный взгляд очень высокой, хотя это, возможно, были только ощущения, так как самолет очень низкий. Сразу после взлета вся зеленая жидкость с крыла пропала. На рейсе даже был бизнес-класс. Стюардесса закрыла небольшие шторки между салонами. При покупке билетов вспомнил, что билеты продавались. Интересно, как идет обслуживание на таком коротком рейсе, если всего одна бортпроводница? Самолет очень быстро набрал высоту, табло «Застегните ремни» выключили. Поверх облаков было все спокойно и ничего не указывало на такую плохую погоду внизу. На этом коротком рейсе единственная бортпроводница успела предложить воду и прохладительные напитки для всех пассажиров. А в конце еще предложили карамель с говорящим названием «Взлет». Мне она не очень понравилась, у вологодского авиапредприятия было лучше. Горизонтальный полет занял от силы минут 15. После чего в лучах зимнего закатного солнца самолет пошел на посадку. Мимо заснеженных водохранилищ севера Москвы и полуметровых сугробов, оставленных циклоном накануне. У меня не было в планах прилетать в Шереметьево, так как в это время, с учетом пробок и новостей про повышенные в 3 раза цены на такси, добраться в центр Москвы могло быть еще одним приключением не хуже утреннего. Решил поехать на поезде. Шереметьево все было почищено, а сбоку возвышались огромные горы снега. Надеюсь, он быстро растает. На выходе специально посмотрел, есть ли какие-нибудь отличия в бизнес-классе. Никаких не увидел. У самолета свой телетрап, тоже узкий, как в Як-40, только вход с другой стороны. Неожиданный рейс с авиакомпанией «Северсталь» мне понравился. Удобный аэропорт, комфортный салон и, конечно же, обслуживание на таком коротком рейсе. Около самолета ходил мужчина и что-то рассматривал через небольшое зеркальце на телескопической палке. В некоторых случаях его движения выглядели немного хаотичными. Может быть, вы знаете, что он делал на самом деле и зачем? Минут 10 простояли в автобусе перед высадкой у терминала «Б». Была прямо очередь из автобусов и машин для перевозки пассажиров бизнес-класса. Уже несколько раз попадаю на такую неорганизованную высадку. Открывают мало дверей, все толпятся, и из-за этого время высадки одного автобуса увеличивается. Еще один шаг.
У каждого автобуса сотрудник идет и спрашивает явно, с какого рейса пассажиры. Это занимает дополнительную минуту времени. Автоматизируйте это или упростите. Стоимость проезда на Аэроэкспрессе поднялась до 550 рублей. Решил им воспользоваться только из-за ситуации на дорогах. Во всех других случаях можно найти более недорогие варианты трансфера. Не знал, что терминалы D, E и F еще как-то работают. В них можно отправиться тоже на поезде. Мне же подходил рейс до Одинцова, где я присел на БКЛ на станции Кунцевская. Большое спасибо за просмотр этого короткого видео с декабрьскими приключениями.